Всем привет, меня зовут Алина Федорова, и я рада вас видеть на своем канале. Сегодня у нас снова рубрика «Ответы на вопросы». В прошлый раз эта рубрика получила от вас очень положительный фидбэк. Мне очень приятно, что вам нравится подобный формат видео. И я думаю, что отличной идеей будет записывать такие видеоролики, например, раз в 2 недели. Потому что мы можем в пределах одного видео обсуждать, затрагивать совершенно разные темы. Это интересно. А во-вторых, вы узнаете меня чуточку больше, и мы с вами становимся чуточку ближе, да, что не может не радовать. Поэтому я надеюсь, что вы меня поддержите. И давайте перейдем к первому вопросу. Да, я есть в ТикТоке, я там зарегистрировалась давно, но я туда практически ничего не постила. То есть там были какие-то пару видео, и все, я туда даже не заходила, не смотрела, и только относительно недавно я вернулась в ТикТок и начала туда загружать контент. Сейчас я стараюсь быть и там активной, хотя мне кажется, что я не успеваю везде, и там нужно делать контент, и кажется, что это сложно, но на самом деле просто нужно привыкнуть. На самом деле не все так сложно, как кажется. И я знаю, что очень многие люди скептически относятся к ТикТоку, а некоторые говорят: да какой ТикТок? Нет, меня никогда не будет в ТикТоке. Очень категорично, да, так? Я помню, что когда появился Инстаграм, многие люди также категорично, скептически относились к Инстаграму. Мол, что это такое? Что, еду свою фотографировать, селфи в зеркало делать? И очень много было тогда шуток, вот этого скептицизма насчет Инстаграма. Да, кстати, я вспомнила, что тогда давно я тоже не хотела устанавливать Инстаграм. Я не понимала смысла этого. И я помню, у меня была съемка тогда в музыкальном клипе, и его снимал Алан Бадоев, и мне тогда муж говорит: это ж нужно показывать, нужно там бэкстейдж выставить фотографии. А я такая: ну зачем это показывать? И он меня тогда буквально уговорил это сделать. Ну и вот, и по сей день, да, вот уже с тех пор, сколько времени прошло, и моя жизнь вот очень тесно связано с Инстаграмом. Потом все поняли, что Инстаграм — это огромные возможности, что это площадка для продвижения себя, своих услуг, своих товаров. Множество людей просто кардинально изменили свою жизнь благодаря Инстаграму. Начали хорошо зарабатывать, начали путешествовать, познакомились с какими-то интересными людьми. В общем, много-много возможностей там было. Сейчас появляются новые вещи. Вот, например, такие как ТикТок, и я уверена, что будет еще что-то новое. Поэтому нам просто нужно пользоваться, так скажем, благами цивилизации, использовать все это в каких-то созидательных целях. Ну уж, если точно нужно что-то выбрать, наверное, я бы стала выше на 3 сантиметра. Мне всегда хотелось быть ростом вот где-то 176. Я 173 ростом. И, наверное, потому что вот я начала моделингом заниматься, и как-то в моей голове вот как-то заложилась эта мысль, что вот мне не хватает каких-то 3 сантиметров, что я должна быть чуточку выше. И вот когда я надеваю обувь где-то вот, ну, 3-5 сантиметров, я себя чувствую вот как будто вот я такой должна быть. Как будто это вот идеальный рост для меня, когда вот я чувствую себя комфортно. Это то, кстати, что ты никак не исправишь, да, если мы сейчас говорим там про фигуру, волосы, кожу, лицо, все, в принципе, сейчас в современном мире можно где-то что-то подправить, изменить, можно похудеть, подкачать мышцы и так далее. Вот что касается роста, ну, ты его не сделаешь. И поэтому, если по взмаху волшебной палочки можно было что-то изменить, я бы стала вот на 3 сантиметра выше. С началом первых теплых весенних дней мы вспоминаем о том, что и лето не за горами, и нужно приводить свое тело в порядок. Поэтому, ребят, у меня для вас отличные новости. На платформе Wispens стартует челлендж 50 дней с Wispens. В прошлый раз этот челлендж пользовался невероятным успехом. Этот марафон абсолютно бесплатный для всех, у кого есть подписка Wispens, для всех участников сообщества. Если же вы хотите присоединиться к марафону, вы можете сейчас приобрести подписку с весенней скидкой. Для того, чтобы узнать больше деталей, переходите по ссылке под этим видео.
Конечно же, я видела фотографии с этого показа, и мне это не понравилось. Мне кажется, это странная идея, и большинству людей, судя по всему, тоже не понравилось. Если почитать комментарии, там в основном негатив. Но больше всего меня насмешили комментарии, которые пытались, наоборот, защитить этого дизайнера, и они там писали людям, мол, ой, сразу видно, не читали Алигьери. Ой, вы там не понимаете этого гениального смысла, который хотел донести дизайнер. И это настолько смешно, это вообще... Ребят, напомню, что Алигьери, божественную комедию, мы все читали в 8 классе по школьной программе. Либо кто-то писал о том, что вы просто не понимаете всей гениальной задумки дизайнера, который вложил там такой символизм. Волк — это там это жадность, лев — это тирания, божественная комедия Данте Алигьери — это все. Что касается какого-то символизма, который люди показывали через животных, там это все делалось спокон веков, ребят. Со времен древних людей люди использовали головы животных, шкуры животных, когти, все там, чтобы показать таким образом и силу, какое-то могущество, храбрость, еще что-то. Это всегда было, в этом нет никакой оригинальности. Это уже заезженная тема, уже все, что только можно было показать через образы животных, человек уже это сделал. Нет в этом какой-то гениальной задумки, какой-то креативной идеи. Тут все очевидно. На этом показе были очень медийные личности. Это Наоми Кэмпбелл, это Кайли Дженнер была, Ирина Шейк. Туда созвали множество знаменитостей и придумали эту идею для того, чтобы получить общественный резонанс, чтобы об этом писали СМИ, чтобы это был вот такой черный пиар, пусть вот такими методами, но чтобы об этом, чтобы о них говорили. И, в принципе, они достигли своей цели. Было много шумихи. Вот я сейчас об этом говорю, и много других людей об этом говорили. Все узнали об этом дизайнере, об этом показе, поэтому вот цель достигнута. Но другой вопрос, каким путем, и для меня все-таки такие методы непонятны. Безусловно, конечно же, я знаю, что головы, они не настоящие, они там сделаны из материалов, но тем не менее, зачем? Люди столько добивались того, чтобы наконец-то дизайнеры перестали использовать мех, чтобы наконец-то люди перестали носить эти ужасные шубы. Был такой долгий, сложный процесс, но люди начали уже приходить к тому, что это плохо, что не нужно эксплуатировать животных, что нужно заботиться об окружающей среде. И тут они в массы несут вот такой месседж. Но знаете, ребят, даже если пофантазировать и представить, что все-таки этот дизайнер имел какие-то лучшие намерения, побуждения, сотворив сие чудо, все равно это выглядело, мягко говоря, странно и не вызывало, и не могло вызывать каких-то приятных эмоций, потому что когда вы видите огромную такую, как будто это реальная голова дикого животного, и это все на модели, и это напоминает только вот какое-то браконьерство, когда охотники убивали этих животных, отрубывали им головы и приносили это в качестве трофея, где-то вешали, да, у себя там на стенках, либо делали из этого делали чучело. Да, конечно же, я слышала про эти слухи, и про это уже говорят очень давно, тем более ученые говорят о том, что существует, да, определенная статистика, что землетрясения, например, там в Калифорнии большие землетрясения бывают с там какой-то определенной периодичностью, там в столько-то лет, и вот сейчас как раз-таки ожидаются эти землетрясения, потому что их очень давно не было. И, конечно же, это не может не пугать, потому что мы, люди, человечество просто бессильно перед стихией, и это страшно. Когда произошло вот недавно это землетрясение в Турции, это было ужасно. Я когда читала эти новости, я когда видела количество жертв, у меня, я просто своим глазам не верила. Что ты тут сделаешь? Когда такое происходит, это то, что люди, к сожалению, не могут никак на это повлиять. Вообще, по-хорошему, человечеству просто нужно заботиться об окружающей среде, создавать меньше стресса, да, нашей планете, для того, чтобы меньше происходило каких-то катаклизмов, хотя все равно, как мы знаем, что на протяжении всей истории, да, всегда происходило смещение этих плит,
и постоянно происходили и климатические изменения, и это неизбежно. Знаете, у меня все друзья и знакомые всегда говорили о том, что, большинство из них говорили о том, что они мечтают, чтобы у них был дом на берегу океана, либо там с видом на океан. И только, наверное, одна я всегда говорила, что нет, я ни в коем случае не хочу дом у океана. И на это есть несколько причин. Первая причина — это то, что я очень люблю океан, и я хочу сохранить вот это вот ощущение, не знаю, какого-то волшебства, вдохновения, когда ты приезжаешь на океан, и ты вот видишь, и у тебя просто детский восторг от этого. А когда ты живешь у океана, ты все равно привыкаешь к нему. Все приедается в этой жизни. Любая красота, она становится обычной для наших глаз, когда мы это видим ежедневно. Поэтому мне всегда вот хотелось сохранить это чувство. Вторая причина — это как раз-таки стихия. Вот этот страх того, что все-таки, если ты живешь у воды, это всегда будут какие-то риски. Это наводнения, потопы, цунами, тем более, если ты живешь вот в каком-то месте, где теоретически могут быть землетрясения, то да, там могут быть и цунами, и это очень страшно. И поэтому у меня, знаете, какое-то даже внутреннее не очень хорошее чутье по этому поводу, и мне всегда наоборот хотелось, что вот если покупать дом где-то подальше от воды. Это, кстати, один из самых распространенных и заезженных вопросов, которые мне задают буквально в каждом опроснике, потому что, я думаю, это какая-то больная тема все-таки, к сожалению, у многих женщин. Поэтому я отвечу на этот вопрос, и я хочу не просто ответить, а хочу развернуто ответить для того, чтобы прояснить некоторые моменты. Я бы, наверное, со временем простила, но, конечно же, я бы не стала быть с человеком, который идет на измену. Конечно же, я не согласна с тем утверждением, что все мужчины изменяют, это неправда. И это как, знаете, обобщать женщин и говорить, это как мужчины говорят, ой, все женщины там, не буду называть плохих слов. Тут просто каждый человек вешает свои какие-то ярлыки, исходя из своего личного опыта. Он смотрит на этот мир через свою вот эту вот призму, ему кажется, что вот бывает только так и никак иначе. То есть ты ему будешь говорить, что да нет, это неправда, у меня совсем по-другому. Человек даже искренне не сможет поверить, потому что он не видел другого опыта. И это касается не только измен, это касается вообще всего на свете. Люди вообще склонны судить по себе, вот через свой опыт. Вот как у них, как они думают, как у них было, то им кажется, что у других все так же. И поэтому, к сожалению, так и бывает, что часто люди друг друга не понимают, потому что каждый живет в своем каком-то мирке, со своим каким-то личным опытом, со своими взглядами, со своими убеждениями. Откуда может взяться эта установка? Во-первых, конечно же, если у родителей был плохой опыт, то есть если вы видели плохие отношения в семье, либо ваши родители развелись, это оставляет огромный отпечаток на ребенке. А потом что еще подтверждает ваше убеждение? Опыт ваших друзей, какой-то негативный опыт, который вы видели. Потом вы столкнулись с чем-то негативным. И, конечно же, у вас это просто как программа, что вот только так и никак не бывает по-другому. Но на самом деле это ложное убеждение. Что касается измен, это деструктивная программа, как, например, и программа про деньги. Как у многих в семьях, возможно, вы вспомните, как родители, либо бабушки, дедушки говорили о том, что все богатые, вот они все злодеи, они все это заработали нечестным путем, больших денег своим трудом не заработаешь, это все ворованное, вот я такой весь хороший, добрый, честный, но бедный, но вот зато хороший человек. Когда он в это верит, он живет по этой программе, и он ничего другого не видит. Его вся жизнь, она вот такая. Он запрограммирован на этот сценарий. Много работать, при этом считать себя хорошим человеком, но бедным, и при этом осуждать и злиться на людей, у которых есть деньги. И при этом еще и обесценивать их труд, говорить, что да, это все не наворовали. И смотрите, например, в случае с изменами, если у вас существует программа, что все мужчины козлы, все они изменяют, вот просто все, иначе не бывает,
конечно же, вся ваша жизнь, она будет вот идти по этому сценарию. То есть вы всегда будете к себе притягивать таких мужчин, которые соответствуют вашим убеждениям, вашей программе. Никаких других мужчин в вашей жизни не появится. То есть вы столкнетесь с одним негативным опытом, он подтвердит ваше убеждение, вы еще сильнее укоренитесь в своих мыслях, в своих убеждениях и будете снова выходить на таких мужчин. И это будет до бесконечности, вы просто смиритесь. И потом вы еще и передадите такую ложную программу своим детям. И они тоже могут жить по такому негативному сценарию своих родителей. Кстати, что сплошь и рядом. Также огромнейшая ошибка многих девушек, что они начинают отношения новые, не излечившись от старого деструктивного опыта. Вообще для того, чтобы построить хорошие отношения, мне кажется, что нужно быть в гармонии с собой, что нужно полностью излечиться от своих каких-то душевных травм, что нужно как-то в себя вложиться, реализовывать себя, напитывать себя какими-то позитивными эмоциями, заниматься чем-то интересным, какими-то хобби, в карьере себя реализовывать. И когда ваше состояние в целом моральное, оно более-менее нормальное, стабильное, тогда вы в состоянии притянуть к себе хорошего мужчину и построить с ним хорошие отношения. А когда вы сами, вот вы чувствуете, что вы разбитая, что вы очень уязвимая, что вам сейчас больно, что у вас негативные программы, там еще вы прям чувствуете, что у вас недоверие к миру, к мужчинам, и вы с этим грузом вступаете в новые отношения, таким образом вы с очень маленькой долей вероятности можете притянуть к себе человека, с которым у вас все сложится хорошо, потому что вы притягиваете в свою жизнь те обстоятельства, тех людей, которые соответствуют вашему состоянию. Поэтому просто подумайте над этим. Также очень важно анализировать свою жизнь, анализировать те проблемы, которые у вас появлялись в вашей жизни, в ваших отношениях. Это, кстати, очень видно. Если у вас были похожие сценарии, похожие какие-то проблемы, конфликты, либо какой-то похожий исход в отношениях, то тут вы можете уже провести параллель и понять какую-то закономерность, почему с вами происходят похожие вещи, почему с вами происходят идентичные какие-то проблемы. И тут вы просто задайте себе вопрос, для чего мне жизнь дает постоянно одни и те же сложные ситуации? Для чего? Что я могу в себе изменить, как я могу поменять свое отношение к себе, к миру, что я могу в себе проработать, чтобы изменить ситуацию, чтобы больше не притягивать в свою жизнь эти проблемы, чтобы не наступать на одни и те же грабли по множеству раз. Ребят, на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк. Также в комментариях можете написать свои вопросы, которые я потом смогу использовать при создании своего нового ролика такого формата. Скоро увидимся!